Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT-Вердикт, и давненько мы с вами не виделись. На это были некоторые причины, о которых я написал пост во ВКонтакте, если вам интересно, можете перейти прочитать. Сегодня же мы поговорим о плеере, который пришел ко мне с AliExpress, и еще о каком плеере. Вообще, визуально это один из самых нестандартных плееров, которые я знаю, называется он Flank P5. Давайте рассмотрим его подробнее и начнем с комплектации. Упакован он, надо сказать, очень солидно, все разложено по фирменным коробочкам, в комплекте также идет инструкция на англо-китайском, колечко для крепления цепочки, сама цепочка, провод для зарядки плеера, не менее брутальный, чем сам плеер ремешок, ну и собственно сам плеер. Ну и сразу по внешнему виду, что это за рация? Я думаю, это первое, что вы скорее всего услышите, как только покажете его кому-нибудь. Выглядит он и правда максимально необычно и серьезно, рассмотрим подробнее. Сам плеер достаточно большой по размеру, 12 на 7 см и целых 3 см в толщину, потому на нем удалось разместить огромное количество разных нужных и не очень элементов. Кстати говоря, плеер обладает аккумулятором на 2000 мАч, что позволяет ему играть до 10 часов непрерывно. Однако лично моим разочарованием было то, что хотя он выглядит визуально как солидный брусок металла, но почти весь корпус выполнен из пластика и плеер достаточно легкий. Да, это конечно практичнее, однако мне бы хотелось, чтобы он ощущался так же, как и выглядел, весил под полкилограмма и был полностью металлическим. На лицевой панели расположен монохромный экран посредственного качества и ниже расположена панель управления плеером. Это две основные крутилки, первая из которых отвечает за изменение громкости, а вторая за переключение треков. Ниже находится яркая кнопка play-пауза, кнопки вверх-вниз, которые дублируют крутилку смены треков, отвечают за навигацию в меню, а также позволяют перематывать играющую композицию. А вот правее расположена целая россыпь функциональных клавиш. Это кнопка включения Bluetooth, да, он тут есть. Далее кнопка смены режимов повтора треков, меню, кнопка выбора режима эквалайзера, таймер отключения плеера и кнопка выключения и включения плеера. И это еще не все, переходим на правую грань. И тут мы видим еще две кнопки, одну крутилку и два переключателя. По поводу крутилки, это все тоже кольцо переключения треков, которую вы, если вам удобнее, можете крутить большим пальцем на правой панели. Далее идут две навигационные кнопки, одна для входа в меню и кнопка назад. Правее же расположено два переключателя. Первый включает и отключает блокировку клавиш, а второй ползунок управляет питанием плеера. И именно это главный переключатель питания. Если вы выключите плеер через кнопку на передней панели, вы по-прежнему сможете его включить через нее. Однако, если же переключатель на правой панели находится в положении выключено, то кнопкой на лицевой панели вы плеер уже не включите. На левой панели наконец-то нет никаких кнопок. Тут расположено место подкрепления ремешка, три отверстия с перфорацией, где при включенном плеере и зарядке можно наблюдать легкое свечение красного светодиода. Перфорации, кстати говоря, скорее всего лишь для красоты, ибо я не замечал, что плеер как-то серьезно нагревается и ему это жизненно необходимо. Ниже расположен отсек для карт памяти типа microSD до 128 ГБ. На нижней панели расположен порт для зарядки устройства и радует, что это современный Type-C. Также по бокам от разъема находятся два отверстия для фиксации плеера в колонке док-станции под названием Flank S5. У меня ее, к сожалению, нет, так что ничего про нее сказать не смогу, поэтому переходим дальше. На верхней же панели расположена имитация антенны, которая, на мой взгляд, является одной из основных особенностей, которая придает плееру вид рации. Также наверху расположены два порта 3,5 мм, это выход под наушники и линейный выход. Оба выхода спрятаны под металлическими крышечками на резьбе, и их можно закрывать, когда не используете плеер, дабы туда не попадала пыль. Наверное, для кого-то это действительно важно, и все же это не слишком удобно для повседневного использования. Расположены они очень близко друг к другу, и закручивать и откручивать их — это сплошное мучение. Ну и на задней панели располагается небольшая, не шибко ровно наклеенная прорезиненная полоска. Казалось бы, мелочь, однако благодаря ей плеер гораздо меньше скользит по гладкому столу. Что ж, если вы думаете, что плеер необычен только внешне, то это не так. Переходим далее. В меню, в котором, кстати говоря, на мой взгляд, слишком крупные шрифты, есть выбор режима повтора, который дублируется кнопкой на лицевой панели. Также режим эквалайзера, который также дублируется. А вот третий пункт — это просмотр файлов на флешке, на котором мы сейчас остановимся чуть подробнее. После строки Explorer идет пункт удаления текущей играющей композиции с флешки. Так вот, по поводу Explorer. Несмотря на большое количество кнопок, у плеера нет отдельной кнопки для файлового менеджера, чтобы, например, перейти в папку к текущей играющей композиции. И чтобы это проделать и перейти к списку музыки, у вас на карте памяти вам необходимо сначала зайти в меню,
потом выбрать пункт меню Explorer и уже найти и выбрать нужную композицию. При этом, как только вы нажимаете пункт Explorer, воспроизводимый трек ставится на паузу. Убрать его с паузы просто, можно попросту нажать кнопку включения-выключения плеера, однако зачем он вообще ставится на паузу, непонятно. Также, чтобы выбрать, например, соседнюю папку, вам нужно проделать снова то же самое. То есть зайти в меню, выбрать пункт Explorer и снова листать до нужной папки, и это, естественно, не очень удобно, особенно когда у вас большая музыкальная библиотека. На плеере достаточно большое количество кнопок, однако именно кнопки для быстрого возврата в нужную папку, к сожалению, не хватает. Также есть и второе меню, открывается оно одновременным зажатием кнопки вверх и вниз. Здесь можно настроить время подсветки, контрастность, выбрать язык китайский или английский, настроить время автоотключения и посмотреть версию прошивки. На этом по меню вроде бы все. Важным и неприятным минусом является отсутствие русской кодировки. Так что вместо названия на русском вы увидите лишь набор черточек. Качество самого экрана, к сожалению, посредственное. Пиксели слишком крупные, отчасти из-за чего и шрифты также слишком крупные. Возможно, конечно, это сделано специально, и такие шрифты вместе с основным дизайном плеера придают ему, так сказать, антиутонченный внешний вид. Что касается подключения Bluetooth наушников, то все достаточно просто, если знать, как это делать. Мои наушники подключились сразу и без проблем. Инструкцию, как подключать Bluetooth наушники, я оставлю в описании и в комментариях к видео, а пока перейдем к звуку. Плеер построен на базе хорошего ЦАПа AK4452VN, а также на усилителях LM49721. Характеристики, заявленные производителем, вы видите перед собой. И что касается звука, плеер остается верен себе и звучит также необычно. Звук скорее темный, хорошо детализирован, музыка звучит насыщенно и плотно. При этом сказывается неплохое усиление, и на максимальной громкости те же 150-омные 660-е суперлюксы звучат уже сильно неприятно для ушей. Думаю, и 250-омные наушники плеер потянет, но выше уже сказать не могу. Также практически в любых наушниках, даже в тех, где бас был слабой стороной, с этим плеером вы его услышите и скорее всего прочувствуете. Лично, на мой взгляд, плеер наиболее приспособлен к мощной напористой музыке. Слушал я в них как тех же System of a Down, так и Protest the Hero. Звучит это очень энергично и мощно. Однако, что касается других жанров, плеер проявляет себя также неплохо, но уже больше будет зависеть от выбора наушников. Притом в плеере совершенно не тот звук, который обрадует ценителей ровных графиков АЧХ. Он направлен исключительно на получение ощущения от прослушивания. Да, звук по АЧХ не ровный, но он детальный, цельный и мощный. Однако тут следует упомянуть и о минусе. Несмотря на всеядность в форматах, плеер, к сожалению, не умеет в 24 бита и выше, хотя ЦАП это определенно позволяет. Также плеер не умеет работать с CUE. Для кого-то это незначительно, однако у меня много музыки скачано именно в 24 битах, и для меня это было важно. В остальном звуком вы, скорее всего, останетесь довольны, и да, скажу сразу. Если у вас нормальные наушники, не трогайте эквалайзер, оставьте на варианте Normal, и для большинства жанров это наиболее оптимальный вариант. В общем, вот такой вот неоднозначный и максимально необычный плеер. С одной стороны много кнопок, в то же время неудобное управление библиотекой. С одной стороны мощный и живой звук, и в то же время отсутствие поддержки 24 бит. Мощный брутальный внешний вид и 170 грамм веса. Подводя итоги, штука максимально интересная, и если вы хотите попробовать что-то новое в плане музыкальных ощущений и вам нравится мощный темноватый ламповый звук, точно могу порекомендовать, разумеется, с оглядкой на минусы, которые я перечислил выше. Настоятельно же посоветовать в качестве первого портатива я все же вряд ли решусь, так как список недостатков смогут оттолкнуть от него. Однако, если же они все же не пугают, то почему бы и нет, вперед! Что ж, надеюсь, это видео было для вас интересным, возможно полезным. Если это так, оценивайте его как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока!